Стрельба на трассе Кавказ, гуманитарный коридор в Курской области. Федор Конюхов переплыл Атлантику. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Стрельба произошла на федеральной трассе Кавказ. Погиб один человек. Как сообщает близкий к силовикам телеграм-канал ШОТ, накануне вечером в Северной Осетии на дороге застрелили 30-летнего мужчину по имени Хитак. Нападавшие выстрелили в него более 10 раз и скрылись. Хитак скончался в больнице. Для поимки преступников объявлен план «Перехват». Полиция разыскивает 3 местных жителей: 27-летних Сармата Гбараева и Родиона Гаглоева, а также 36-летнего Тимура Геоева. Украина может стать частью России, а может и не стать. С таким неоднозначным прогнозом выступил Дональд Трамп. Американский президент заявил в интервью телеканалу Fox News, что украинские власти, цитата, «по сути согласились предоставить Соединенным Штатам редкоземельные металлы на $500 миллиардов в обмен на военную помощь». О возможном перемирии 47-й хозяин Белого дома высказался более чем аккуратно. По его словам, украинцы могут заключить мирное соглашение, а могут, вы угадали, и не заключить. Тем временем журналисты агентства и нескольких других изданий обратили внимание на частный самолет, связанный с администрацией Трампа. Важные истории подтвердили, что адрес компании владельца джета действительно совпадает с адресом специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткофа. Тем временем жители Курской области, которых Россия бросила на территориях, занятых ВСУ, получили шанс воссоединиться с родными. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в комментарии агентству «Интерфакс», что для россиян могут организовать гуманитарный коридор. По словам омбудсмена, такая возможность сейчас обсуждается вместе с украинской стороной и Международным Красным Крестом. Москалькова заявила, что в этом вопросе, цитата, «есть надежда на положительное решение». Конец цитаты. Высокопоставленный чиновник из Якутии потерял ногу на войне. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха Петр Шамаев отправился на так называемую СВО в августе. Контракт должен был закончиться в феврале. Однако 1 февраля Шамаев подорвался на противопехотной мине. Через несколько дней его доставили в госпиталь в Москве. Столичные врачи были вынуждены ампутировать чиновнику ногу. Кстати, на министерском посту Шамаева сменил другой участник войны с Украиной. 29-летний Игорь Юргин командовал отрядом «Черная мамба», а в политику пробился через путинскую программу «Время героев». Роскомнадзор заблокировал популярный сайт с курсами криптовалют. Агрегатор BestChange показывает в режиме реального времени курсы криптовалютных обменников. О его блокировке рассказали в организации «Роскомсвобода». По словам общественников, это уже не первая попытка блокировки. Ранее администраторы успешно оспаривали ее, в том числе в Верховном суде. В компании заявили, что проблемой уже занимаются юристы. В Госдуме решили контролировать то, как россияне называют своих детей. Депутаты разрабатывают законопроект, который ограничит родителей в выборе имени ребенка. Об этом агентству ТАСС сообщила первая заместительница председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Вот ее цитата. «Надо защищать детей от того, что они смогут стать пельменями, столами, тумбочками. Мы должны дать возможность самореализоваться в выборе имени ребенка, но ровно до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка». Конец цитаты. Ставьте лайк, если в детстве хотели, чтобы вас звали пельменями. Депутаты планируют ввести некий список имен, из которого можно будет выбирать. В январе вице-спикер Госдумы Владислав Дованков предлагал разрешить детям менять имя без согласия родителей. По его мнению, необычные имена часто становятся поводом для травли детей со стороны сверстников. Однако Татьяна Буцкая эту инициативу раскритиковала. Она опасается, что в этом случае уже сами дети могут переборщить со свободой выбора. Опять же, цитата. «Думаю, упремся в тот самый список имен, среди которых можно выбирать, чтобы не получилось наоборот, чтобы ребенок, которого назвали Васей, из-за несогласия с родителями не пошел и не переименовал себя в того самого пельменя». Конец цитаты. Сейчас 58-я статья Семейного кодекса Российской Федерации запрещает использовать в именах цифры, комбинации из букв и цифр, символы, кроме дефиса, и брань, а также указания на ранги, титулы или должности. Московский «Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом Пабло Солари. Об этом рассказали в пресс-службе клуба. 23-летний нападающий и обладатель Суперкубка Аргентины до этого играл за клуб Ривер Плейт в Буэнос-Айресе. За плечами у Солари 110 матчей, в которых он забил 30 голов и осуществил 17 результативных передач.
Российский путешественник Федор Конюхов стал первым человеком, который преодолел Южную Атлантику на весельной лодке. Об этом в Телеграме сообщил его экспедиционный штаб. 72-летний Конюхов за 68 дней преодолел маршрут, который проходил через так называемые неистовые 50-е и ревущие 40-е широты. Во время путешествия лодка Конюхова «Акрос» попала в эпицентр 10-бального шторма. У меня все хорошо, немного вот этот шторм, я потрепал, было, перевороты были, спутниковый телефон отказал, а так антенна, наверное, а так все нормально, все у меня нормально. В ночь на 11 февраля «Акрос» вышла в Индийский океан. Однако на сушу Конюхов не торопится. Впереди его ждут 4200 морских миль до Западной Австралии. В общей сложности путешественник провел 428 дней в океанах на весельных лодках «Акрос», «Тургаяк» и «Уралас». Это все новости к этому часу. Меня зовут Василий Азаров. Не забывайте подписываться на канал, так эти видео увидят больше людей. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы всегда оставаться на связи. Счастливо!